Михаил Михайлович Ходоренов в студии. Военный эксперт. Здравствуйте, Михаил Михайлович. С огромным Добрый день. опытом армии. Вам слово. Ну, а теперь, собственно говоря, мы поговорим о нашей стратегической авиации, можно сказать, даже, в общем, бомбардировочной авиации. Как у нас обстоят с ней дела, как обстоит дело у нашего, так сказать, вероятного партнера со стратегической авиацией. Вероятным. Да, скажем так, что вообще-то вот по нынешним временам позволить себе иметь стратегическую авиацию могут далеко не все страны. Вот. В настоящее время их количество таких государств сократилось практически до 2. Было раньше 3. Значит, Великобритания была в числе, значит, как говорится, участников соревнований со своими бомбардировщиками «Вулкан», «Виктор» и «Вэлиант». Но сошла с круга. Почему? Потому что дело дорогое. И хотя, кстати говоря, английские машины очень так и чисто внешне они привлекательные, и с точки зрения вот аэродинамических форм, так очень симпатичные. Вот. Но оказалось не по силам владычицы морей иметь и стратегический воздушный флот. Ну, бомбардировщик «Мираж-4» фирмы «Марсель Dassault», ну, это не стратегический бомбардировщик, надо прямо сказать. Кто может записаться в ближайшее время вот в этот привилегированный клуб? Ну, я думаю, со временем вот Китай. Китай, видимо, значит... Он работает над этим, да? Китай работает решительно над всем. Поднебесной там можно не сомневаться, что вынашивают планы, значит, вступить в этот привилегированный клуб. Пока у них стратегических бомбардировщиков нет, но я думаю, в китайских КБ эскизных проектов хоть отбавляй. Вот. Что касается, значит, нашей авиации. Вообще-то ее история была такая, в общем, достаточно извилистой, зубчатой, и в ней были и приливы, и отливы. И, собственно говоря, вот наша страна, по большому счету, была первая, кто сформировал воздушную армию, состоящую из, ну, назовем даже по тем временам стратегических бомбардировщиков, потому что у нас было в середине 30-х выпущено почти 800 с лишним бомбардировщиков ТБ-3, и из них, собственно говоря, сформировали вот воздушную армию особого назначения. Собственно говоря, шаг положительный, никто еще не приступал к формированию оперативных объединений военно-воздушных сил именно вот стратегической авиации. И вообще в этом-то плане мы были традиционно впереди, начиная еще с Первой мировой войны, когда у нас вот возникли первые эскадры самолетов Илья-Муромец. Но вот, к сожалению, Великая Октябрьская социалистическая революция подкосила под корень нашу дальнюю авиацию в те времена. И, собственно говоря, к этим проблемам мы вернулись только в 30-е. Но к недостаткам разве что можно отнести. Но, собственно говоря, тогда и вся авиация наша страдала этим недостатком, что мы как-то вот в середине 30-х годов, ну, несколько перемобилизовались. В том плане, что войны вроде как на горизонте еще не видно, а уже создали такие формирования. Собственно говоря, военно-воздушные силы разрослись до невероятного совершенно уровня. Это дорого было содержать, вы это имеете в виду, да? Да не то чтобы даже дорого. Дело в том, что тогда авиационная техника очень быстро устаревала, потому что вот в 30-е годы авиационная наука шла, ну, семимильными шагами вперед, и то, что создали в середине 30-х, уже через 3-4 года уже по боевым возможностям, характеристикам уже времени не отвечали. Это не так, как сейчас, да? Сейчас все-таки дольше держится изобретение. По-разному. Сейчас цикл бомбардировщика, жизненный цикл 40-50 лет. 40-50 лет. А тогда несколько лет всего. И у наших тогда вот вероятных партнеров и будущих союзников по антигитлеровской авиации, вот в частности в Соединенных Штатах, вообще никакой авиации не было. За исключением вот опытных каких-то образцов, разработок, значит. У них авиация вообще тогда входила в армию. У них не было она даже в вида вооруженных сил. И находилась, можно сказать, в самом зачаточном состоянии. Но когда потребовалось, вот возможности американской промышленности позволили развернуть производство, ну, назовем их стратегических бомбардировщиков в таком количестве, которое нам и сейчас даже трудно представить. Тем более для разных театров военных действий создавались, например, там типа Б-17, Б-24 для Европейского театра военных действий, Б-29 для Тихоокеанского. А в чем была разница их принципиальная? Разве один и тот же не подходит, и тем более стратегический? Да, собственно говоря, никакой принципиальной разницы не было между ними, за исключением того, что Б-29 это был вообще самый передовой самолет, наверное, Второй мировой войны. Но дело в том, что они изначально вот решили его применять только на Тихоокеанском театре военных действий, и на европейском, значит, их у нас не было. У нас же дальнюю авиацию подкосили под корень первые месяцы Великой Отечественной войны.
когда ей стали ставить несвойственные для этого рода сил задачи. Ну, в частности, например, уничтожение танковых колонн. И тихоходные машины, слабо защищенные, в дневных условиях, на малой высоте, пытались атаковать, значит, эти механизированные колонны, значит, вермахта, и практически, значит, в считанные недели вся наша дальняя авиация была потеряна. Но в результате абсолютно неграмотного ее боевого применения. Абсолютно неграмотного. Может, другого выхода не было? Выход есть всегда. Мгм. Выход есть всегда. Мало того, что эффективность применения дальней авиации по танковым механизированным колоннам вермахта была практически равна нулю, так плюс еще были потеряны очень ценные кадры пилотов. Потом попробуй все это вот восстанови. И в любом случае, значит, вот когда вы смотрите, значит, фильм «Живые и мертвые», там показано, как, значит, это немецкие истребители уничтожают абсолютно беззащитные ТБ-3. Кстати говоря, ТБ-3 в боевом составе дальней авиации к тому времени практически уже не было. И вот это, может быть, один единственный случай-то и был, который так описан Симоновым и так широко, значит, разрекламирован в наших фильмах. Но опять-таки, не надо применять тяжелый тихоходный бомбардировщик днем без, во-первых, истребительного прикрытия, а во-вторых, его надо применять ночью. В принципе, значит, вот американцы с англичанами в свое время же распределились по-хорошему, значит, что, например, англичане бомбят Рейх только ночью на своих бомбардировщиков. У них 3 тогда вида было: Авро, Ланкастер, Хендли Пейдж, Галифакс и Шорт Стирлинг. Вот такая у них триада была стратегических бомбардировщиков. А американцы Рейх бомбили в основном днем, на бомбардировщиков Б-17 и Б-24. Кстати говоря, значит, вот отцы западной демократии, но очень часто нас обвиняют в несоразмерном применении силы в тех или иных конфликтах. Товарищи, господа, ну а что вы вытворяли в свое время, значит? И ведь никакие вы там... На себя кто же оборотится-то? Да, и вы Господи. никакие вы там военные объекты не бомбили на территории Германии, а в основном бомбили города, мирное население. И даже целую методику разработали. Вот, Вот, да, зажигалкой сериями. Значит, вот впервые в западногерманских городах, ну, в принципе, тогда это была Германия, но вот по части больше все-таки бомбили больше западную часть Германии, ну, по условиям досягаемости. Возникли, значит, вот такие явления, как, например, огненный шторм, торнадо. Это, собственно говоря, чтобы он возник, значит, была разработана целая методика. Целая методика. И вот отцы демократии что вначале делали, например? Сначала бомбами, сначала небольшого калибра вскрывали, значит, черепичные крыши германских городов. Для чего? Чтобы тяга была лучше. Вот, то есть пробить, значит, это... Какой научный подход. Да, Чтобы потом, сгорело, значит, так потом сгорело. тяжелые фугасные бомбы, зажигательные. А что такое огненный шторм? Это, во-первых, пожар распространяется с невероятной быстротой, значит, выжигает кислород весь внутри, и люди подчас погибают не от воздействия там, фугасного или осколочного воздействия бомб, а от недостатка кислорода. Военная целесообразность была 0, на самом деле. Ну, в общем-то, да. Но тем не и более того, значит, после таких вот приступов демократии в Германии, в общем-то, не осталось исторических городов, по большому счету, потому что все было снесено под ноль, все было выжжено, все было разбомблено, и все, что у них сейчас восстановлено, это, по сути дела, новодел. Это уже бомбили, это значит, по большей части, значит, такие города, которые там инфраструктура, значит, здания формировались в течение, значит, 1500 лет, ну, все разбомбили под ноль. Немцы все восстановили, конечно, после войны, но это уже города, скажем так, не исторические. Это уже новодел. Да, эти ребята нас еще по Сирии чем-то обвиняют. Да, вот, ну а сейчас как бы учат в несоразмерном применении силы. Но это историческая часть. А переходя, значит, к современному состоянию нашей авиации, что у нас, в принципе, значит, сейчас 3 типа бомбардировщиков на оснащении дальней авиации. Ту-160, ну их всего 16 штук. Ту-95 – 60. И Ту-22М3, он не считается стратегическим бомбардировщиком, всего лишь дальним. Их, ну, по разным данным, от 40 до 50. То есть, по большому счету, машин-то осталось уж не так уж и много. И, собственно говоря, надо же задумываться о наращивании боевого и численного состава. Ну, во-первых, что надо сделать? Вначале, значит, наверное, надо модернизировать оставшиеся Ту-16. Почему? Потому что, ну, во-первых, эти машины создавались на основании заделов 70-х, 80-х годов, и на многих из них еще даже стоят украинские блоки. А там уже, как говорится, никакого взаимодействия у нас по линии военно-технического сотрудничества нет. И с документацией проблемы уже, и с эксплуатацией. И
Собственно говоря, начинку вот этих Ту-160, которые находятся в строю, ну, их надо радикально, конечно, модернизировать. И тем более переводить на все отечественное оборудование и на всю отечественную элементную базу. Но это одна сторона вопроса. Собственно говоря, по большей части этот вопрос касается и Ту-95, и Ту-22М3. Все эти самолеты нуждаются в радикальной модернизации. В тех или иных, значит, количествах данных, значит, она проводится и сейчас. Уже есть машины, которые прошли, некоторые находятся на разных этапах. Вот. Но это касается машин, тех, которые состоят сейчас в строю дальней авиации. Но, собственно говоря, надо думать и о перспективе. А перспектива у нас в отношении, значит, дальней авиации выглядит как? То, что у нас разрабатывается перспективный авиационный комплекс дальней авиации. Ну, собственно говоря, его еще никто не видел, и что он собой представляет, еще сказать трудно. Все-таки я так полагаю, что это находится на стадии эскизного проектирования, и даже, наверное, внешний вид машины еще не определен. Вот я так думаю. И даже, собственно говоря, еще даже дебаты идут, кто в конечном итоге будет, так сказать, ее разрабатывать. Теперь более реальная вещь – это восстановление серийного производства самолетов Ту-160. Но это вот более реальная вещь, и она будет осуществляться, я так полагаю, в ближайшее десятилетие. И с этим, кстати говоря, есть тоже такие проблемы, о которых, в общем-то, раньше у нас и никто и не думал. Ну, во-первых, значит, что, собственно говоря, значит, какая идея кладется в основание вот самолета Ту-160М2? Значит, чтобы вот в конструктивно-прежнем планере появился фактически новый стратегический ракетоносец. Вот какой такой генеральный замысел, который будет обладать, значит, аэродинамическими свойствами и летными характеристиками своего предшественника, но практически создается новый многофункциональный бортовой комплекс, обеспечивающий уже вот, значит, существующей технической и технологической оснащенностью вот, предприятий, выпускающих сегодня вооружение, радиоэлектронику, вычислительные средства, приборы, электрооборудование. Ну вот, а с чем мы, собственно говоря, встречаемся, когда начинается практическая реализация этой проблемы? Во-первых, значит, Ту-160 создавался в 70-е и 80-е годы. Собственно говоря, все чертежи его тогда были, значит, сделаны на бумаге. То есть на бумажных носителях. Ну, тогда только так делали. Тогда ведь как представляется тогда конструкторское бюро, что люди стоят за кульманами, что-то чертят там, потом все это доходит до окончательной готовности, передается на производство, и в соответствии с этими чертежами изготавливаются какие-то детали к этому бомбардировщику. Ну, повторение вот этих устаревших технологий проектирования, значит, и размножение рабочей документации, ну, сегодня уже недопустимо, по большому счету. И надо все было чертежи Ту-160 перевести, ну, скажем, по-простому в цифру. А ведь это вот, ну, совершенно гигантский объем работы, потому что вот этих рабочих чертежей, ну, несколько сот тысяч штук. И, собственно говоря, потом же надо изготавливать этот самолет на, как у нас принято говорить, на новой технологической основе. А сейчас же уже безбумажное проектирование. Вот, например, самолет МС-21, он полностью изготовлен без единого рабочего чертежа, то есть он изготовлен сразу в цифре. И, собственно говоря, опять-таки, если качество какое? Упростить ситуацию, то, собственно говоря, вот какая-то деталь, узел, изготовленный в цифре, они поступают на новое оборудование, ну, которое, значит, тоже, значит, и в соответствии, значит, вот с цифровой моделью, значит, этой детали станок изготавливает и вот нужный элемент конструкции уровень самолета. брака высок? Вы знаете... Каково качество этой новой технологии в реальном применении? Вот отвечая вот на этот вопрос, я вам хочу сказать, что вот... Ну, какой есть я инженер-проектировщик, вот не бывает провокационных вопросов, не бывает. Бывают вопросы и ответы. Вот, в частности, например, отвечая на вопрос Евгения Яновича, следует сказать только одно, что, например, вот, пользуясь подобными технологиями, у нас сейчас изготавливается, значит, двигатель ПД-14. И вот если раньше, чтобы выйти на серийный образец, надо было
ну, штук 40 этих двигателей изготовить, чтобы, значит, как-то вот избавиться от каких-то ошибок там в технологических цепях и так далее и тому подобное. Ну, то есть вот 30-40 двигателей вынь и положь, прежде чем ты перейдешь к серии. Да. Дорого. Сейчас они начали серию, значит, пользуясь вот новыми технологиями, уже с 7-го образца двигателя. Ну, вот это очень показательно. Да, вот я считаю, что более показательного примера, наверное, и быть не может. Но опять-таки, значит, какая проблема возникла, значит, это... Ну вот почему, например, Боинг выпускает там передовые бомбардировщики, значит, пассажирские самолеты и так далее, ну, является, как говорится, одним из лидеров мирового самолетостроения. Почему? Потому что у них этот процесс никогда не прекращается, правильно? Закончили один самолет делать, тут же, значит, приступают к другому. То есть люди всегда при делах, значит, кадры, как у нас, значит, кадры высочайшей квалификации не растрачиваются, как это у нас было в 90-е годы, значит, разрыва поколений нет никакого, значит. А крыло, оно что у бомбардировщика крыло, что у Боинга 37-ки, крыло, оно и в Африке крыло. Наши слушатели спрашивают, а что у нас будет с Русланом, например, Ан-124, как вообще мы относимся к этому вопросу? Имеется в виду самолет, да. Не Руслан Белый из Comedy Club. Да, именно так. Ну, во-первых, у нас их немного, 9 штук, а нам крайне необходим тяжелый военно-транспортный самолет межконтинентальной дальности. И надо нам их не 9, а штук 90 как минимум, а лучше 100. Вот. Но какие препятствия на этом пути? Все-таки правообладатели Ан-124 – это украинская сторона. И на нем стоит самый еще главный двигатель, вот этот Д-18Т, это тоже двигатель, который разрабатывается и производится в Запорожье. И поэтому надо нам переходить как на свой тяжелый военно-транспортный самолет, так и на двигатель. Правда, ну, потому надо или двигатель свой, или надо Запорожье тогда. Да, что-то одно из двух. И все-таки, по большому счету, все такое критически важное вооружение, военная техника должна разрабатываться и производиться на территории Российской Федерации. Этот вопрос, правда, немножко выходит за рамки стратегической авиации дальней, о которой мы сейчас говорим. Но поскольку, как скажем, народ задает вопрос, мы должны и прояснить этот вопрос. Кстати говоря, значит, вот так просто один забавный элемент, который вот немножко характеризует состояние нашего станочного парка. Ведь вы не поверите, что вот до практически 2000 года вот некоторые элементы фюзеляжа, крыльев современных самолетов Ил-76 и Ан-124 штамповали на прессе, которую в 1938 году купили в США, смонтировали на заводах в Химках, потом увезли его в Ташкент, чтобы по лицензии там делать самолеты DC-3. Ну, это хорошее оборудование было. Ну, работал, да, начало 2000-х годов. Так что вот так. Поэтому нам вот крайне необходимо переходить на станочный наш парк, значит, с процессорами, с программным обеспечением. И вообще в этом плане вот Ту-160М2, вот эта программа, ну, она должна подтолкнуть всю отечественную, так сказать, авиастроительную отрасль и машиностроение. Поскольку, значит, ведь столько проблем возникает при повторном запуске производства этого самолета, ну, вплоть до заклепок. И опять-таки, значит, вот, поскольку мы немножко касались истории дальней авиации, по большому счету, значит, мы за годы Великой Отечественной войны очень здорово отстали, так сказать, от мировых лидеров. Ну, по понятным причинам, потому что шла война, было там не окр, и денег было немного, значит, и вообще важно было победить и имеющимися самолетами. И, собственно говоря, когда столкнулись вот с американским Б-29, которые совершили на вынужденную посадку на Дальнем Востоке, то это было крайне неприятное удивление для всех наших разработчиков. Но самолет оказался такого класса, такого технического совершенства. Сильно ушли вперед. А как это поняли? Визуально. Визуально ну, или как? по лазеру? Это видно. Ну, если он сел, он совершил вынужденную посадку на Дальнем Востоке, причем нам попало в руки 3 таких самолета, вот Б-29. И после того, как с его достоинствами ознакомили товарища Сталина и с альтернативными проектами наших разработчиков, товарищ Сталин сказал: забросьте ваши проекты подальше, вот вам самолет, делайте точно такой же. И вот один в один, значит, сделали. И, кстати говоря, значит, вот эта программа запуска у нас производства Б-29, она очень здорово вытянула нашу вот авиационную промышленность. В принципе, значит, вот тогда тоже был такой, ну, качественный рывок, потому что вот
Собственно говоря, еще же недавно летали на фанере, значит, там это, но с открытой кабиной, и вдруг на вооружение, например, поступает такой бомбардировщик, как, например, миссический бомбардировщик, где, собственно говоря, значит, ну тогда это вообще как марсианский корабль он смотрелся, потому что были живы еще все люди, которые летали там на Р-5, значит, на ТБ-3 там ходили, значит, это по крылу, и вдруг появляется такая машина, вот как, например, дальний бомбардировщик Месищева. То есть тогда был вот необычайный такой качественный рывок. И, собственно говоря, вот, американцы опять-таки нам в этом плане вот невольно помогли, потому что без их самолета, значит, было непонятно, что делать и как вот кратчайшим образом сократить это отставание. Вот, таким образом, сейчас вот мало того, что, значит, надо перезапустить производство самолета Ту-160 на совершенно новой технологической основе. И, собственно говоря, надо вот модернизировать остальной парк наших стратегических бомбардировщиков, ну и дальних в том числе. И, собственно говоря, значит, от какой проблемы надо еще уйти? То, что вот в прежние годы от большого богатства, значит, мы вот свои стратегические бомбардировщики и дальние в том числе ориентировали на вот сравнительно узкий круг вот каких-то выполняемых задач. Ну, скажем, самолеты Ту-95МС, самолет ядерного резерва. Ни для каких задач он, кроме того, как запустить крылатую ракету с ядерным боеприпасом, в те времена не предназначался. То есть его нельзя было применить, например, в конфликте с применением обычных средств поражения. То есть вот его очень узкая была область возможного боевого применения. Опять-таки, а это что значит запустить крылатую ракету с ядерным боеприпасом? Ну, это, все, мировая война. Да, и весь самолет должен быть ориентирован на это. Вся его бортовая аппаратура, значит, экипаж и так далее и тому подобное. Сейчас вот стоит такая проблема, чтобы дальняя авиация, расширить ее спектр боевого применения, значит, вплоть до того, например, сделать таким образом, что, например, если под бомбардировщик подвешивается какой-то боеприпас, например, то сам бомбардировщик опознает этот боеприпас, создаются какие-то программы боевого применения, на их выполнение ориентируется экипаж и так далее. То есть в зависимости от условий. Чтобы там мы не подвесили, надо выполнить боевую задачу. Мы, с вашего разрешения, перейдем теперь к проблемам наших вероятных партнеров, что они там затевают в области стратегической авиации. Затевают, да, что-то? Да, и несколькими мазками, так сказать, охарактеризуем эту ситуацию. Но перед этим, может, в качестве небольшого лирического отступления приведем фольклор пилотов дальней авиации. Что такое, например, вылет стратегического бомбардировщика на выполнение боевой задачи? Как некоторые говорят, 12 часов скуки и 2 минуты ужаса в районе цели. Вот так это звучит выражение из уст пилотов стратегической авиации. Так вот, с хорошим чувством юмора, ребята. Так вот, 26 февраля 2016 года состоялся у американцев симпозиум по боевой авиации. То есть в этом году. И на этом симпозиуме, мы их называем министры, там, типа флота, министр ВВС, министр армии, а у них вообще-то это секретарь называется. Секретарь ВВС, и в настоящее время эту должность в Соединенных Штатах занимает женщина. То есть секретарша. Дебора Ли Джеймс. И вот она впервые показала, значит, изображение нового американского стратегического бомбардировщика Б-21. Вот. Что она при этом сказала? Она, естественно, говорила много, но вот одну цитату... говорила ли она смачно? Интересно. Это, как говорится, вопрос, требующий дальнейшего расследования. Господа гусары, молчать. Да. Так. В отношении Б-21 она сказала такое, что наличие вот этого бомбардировщика, значит, позволит американским ВВС эффективно воевать в условиях самых серьезных угроз будущего и придаст им исключительную гибкость, обеспечивая возможность нанесения воздушных ударов в любой точке земного шара при старте из континентальной части США. Красиво выглядит, кстати, бомбардировщик. Да, то есть ставят они задачу дотянуться до любого противника с континентальной части США. Он, наверное, стелс, да? То есть он еще и заметен на радарах. Мы сейчас до этого дойдем. Собственно говоря, такая задача ставится. Это лишний раз подтверждение того, что такое стратегическая авиация. У нас очень любят это выражение, что, в общем-то, это лучший способ проектировать военные усилия в любой точке земного шара, например. То есть надо кого-то где-то взбодрить маленько, значит,
Наилучшим образом для этих целей подходит стратегическая и дальняя авиация, поскольку других средств, собственно говоря, по-большому и нет. Взбодрить, какое Да. правильное выражение. Да, вот и американцы, значит, такую задачу перед собой ставят. Что можно сказать об этом бомбардировщике? Значит, выглядеть он будет примерно так же, как и Б-2 Spirit. То есть вот это будет летающее крыло, разрабатываемое фирмой Northrop Grumman. Вот он в значительной степени, значит, повторит состоящий сейчас вот это на вооружении, вот этот Б-2. Ну и опять-таки, значит, американцы очень практичные люди, значит, и вот они идут по пути использования лучших, существующих, уже хорошо отработанных технологий. То есть в этом плане они не приступают к созданию вот этого бомбардировщика с абсолютного нуля, значит, а вот идут по этому пути, что им кажется, что вот это будет наилучший, значит, вариант. Опять-таки, что касается малой радиационной заметности этого самолета, то она будет в пределах 0,05 метра. Ну, это очень мало. Это очень мало. Вот для примера, например, статический бомбардировщик П-52, ну, вот, например, времен вьетнамского конфликта. Летающая крепость, да? Да, более того, стратосферная крепость. Ага. Значит, у него вот была эффективная отражающая поверхность 100-120 метров, вот так, к примеру. И вот теперь представьте себе 0,05 квадратного метра. Вот насколько все-таки это даже не на порядок разница. И, собственно говоря, значит, это позволяет ему, вот, собственно говоря, выполнить боевую задачу в зонах поражения зенитно-ракетных систем, оставаясь при этом, так сказать, необнаруженным до определенной степени, потому что с такой ЭПР, значит, увидеть его можно будет всего лишь на расстоянии нескольких десятков километров от точки стояния зенитно-ракетной системы. А учитывая еще, что при этом, значит, зенитно-ракетные системы будут подвергаться интенсивному радиоэлектронному подавлению, то вполне возможно, что его можно и даже при этом и не увидеть. Предполагается, значит, что этот бомбардировщик будет служить не менее 50 лет. И, собственно говоря, опять-таки он будет создан по открытой архитектуре. Это мы уже употребляли это выражение в прежних передачах. Это означает в том, что какая-то база вот создана, потом это позволяет, как на материнскую плату нанизывать все остальное, различные вооружения, военную технику, усовершенствование, значит, и так далее. Вот что еще характерно, значит, для этого бомбардировщика, но опять-таки он будет не какой-то самостоятельно действующей вот единицей, опять-таки он будет действовать в каком-то вот пространстве, значит, как мы и говорили о F-35, что это всего лишь элемент ведения сетевых войн, и наилучшим образом он действует вот как элемент системы, а не как самостоятельно взятая боевая единица. И Б-21, значит, он, значит, тоже вот будет построен именно поэтому с такими подходами. Что еще интересно, значит, что вполне возможно, что этот бомбардировщик будет комплектоваться, то есть, вот, так сказать, боевые подразделения будут комплектоваться еще и беспилотными летательными аппаратами, значит, таких взлетной массой в 14-15 тонн, значит, которые по размерности соответствуют нашим, в общем-то, истребителям, которые будут, эти беспилотные летательные аппараты, находиться в воздухе до 24 часов, у них будет очень большой радиус действия, и управляться они могут, в общем-то, с борта вот этого Б-2. То есть, опять-таки, тут системный подход, что, например, один бомбардировщик и 3 беспилотных летательных аппарата, причем такого масштаба, такой размерности, которые, естественно, несут в себе очень большую боевую нагрузку. Вот так у них, значит, все задумано. Значит. И, естественно, значит, очень важное дело это что? Это подобрать название к этому новому бомбардировщику, значит. И вот у них возникло, значит, 5 вариантов. Ну да, как корабль назовешь, так он и поплывет. Да, тут от этого никуда не деться. И вот 5 наименований, значит, пока предложено, опрос проводился, значит. Да что, открытый опрос? Да. Вот, шоу must go on. И вот пока, значит, в число лидеров вышло 5 вариантов названий. Привидение, Валькирия, Призрак, Тень, Ворон. Казалось, что такое привидение и призрак, значит, это вроде как в русском языке равновесные слова, но в английском они называются по-разному. И вот лидирует пока название этого бомбардировщика «Привидение». Так что они очень озабочены даже тем, что к этому самолету не прилипло какое-нибудь, значит, нелепое название. Такое тоже бывает иногда, что вот какое-то, совершенно неформальное, значит, наименование
прилипает к самолету сильнее, чем его, значит, это официальное наименование, там какой-нибудь горбатый там, или грач, там, значит. Слушайте, я представляю наши ракеты с названиями осиновый кол, Да. святая вода там. Да. Да, вот что-то в этом духе. Поэтому, значит, за это дело они взялись со всей серьезностью. И, собственно говоря, нам, опять-таки, что надо делать, чтобы отставание от них не стало, упаси бог, катастрофическим, и развивать свою дальнюю авиацию как средство воздействия на потенциального противника в любом уголке земного шара. Очень интересно, на самом деле, то, что экономия здесь, то, что называется, неуместна. Или это есть, когда надо, может примениться, может не примениться. Но надо, чтобы было чего надо, когда надо. Но это не сметные деньги, да, вот строить вот эти вот Ну, стратегические... сметные надо делать. Нет, опять-таки вот полностью присоединяюсь вот к выражению Евгения Яновича, что экономия тут неуместна. Тут или вы соответствуете, опять-таки, статусу великой Или тебя не авиационной будет. державы, или тебя не будет. Ну, либо как попросту говоря. британцы просто выйти Да. из этого дела. Или, да, Ой, ребят, сошли, но сошлись с Британия круга, ну. перестала быть великой державой. Британия стала по политике некоторым приложением, извините, к Соединенным Штатам. Это есть факт. И ей этого уже просто не нужно. Она не самостоятельный игрок. Империя времен Уинстона Черчилля закончилась. И закончилась после Второй мировой войны. Достаточно давно. А все остальное это крем на торте. Ну что, Михаил Михайлович, спасибо вам большое. Как всегда, в четверг у нас Михаил Михайлович был. Михаил Ходоренок, наш военный эксперт. Евгений Янович, с вами до вторника. Да, примерно. Я очень сильно извиняюсь перед теми, на вопросы, кого мы просто не смогли ответить, потому что очень много Да. вопросов и комментариев. Спасибо, до свидания.